Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам показать, как вяжется вот такая вот подставка. Я вязала ее для тетрадей. Вот так вот, чтобы можно было поставить тетрадки. Либо сюда можно будет поставить небольшие книжки. Вот так вот они стоят. Очень хорошо стеночки держат форму. Вязать мы будем из трикотажной пряжи. Также можно вязать из хлопкового шнура или полиэфирного шнура. На данную корзинку у меня ушел один моточек пряжи трикотажной 100 метров. Крючком мы будем вязать номером 5. Также нам понадобится деревянная донышко. Донышко размером 20 на 10 сантиметров. Прямоугольная. И корзинка у нас получается размером по донышку 21 на 11 и высоту самой высокой части около 20 сантиметров. Если у вас нет деревянного донышка, то вы можете его связать. Для этого я оставлю вот здесь ссылочку на мастер-класс, где вы сможете связать прямоугольное донышко. Итак, приступим к вязанию. Если будут какие-либо вопросы, пишите в комментариях. Всем обязательно отвечу. Для начала мы обвяжем отверстие. Для этого оставляем кончик 10-15 сантиметров. Вводим крючок в третье отверстие от угла. 1, 2, 3. Захватываем нить рабочую. Кончик оставляем. Далее крючок вводим в следующее отверстие. Вытягиваем нить и провязываем через петельку. Следующее отверстие. И точно так же провязываем. И вдоль всего края провязываем все отверстия. Довязываем до конца. Осталось последнее отверстие. Вводим крючок и захватываем нить, которую мы оставляли. Вытягиваем и продеваем через петлю. Вытягиваем полностью. Заводим крючок вот сюда под косичку. Вытягиваем нить и заводим вот сюда. Находим отверстие, откуда у нас выходит кончик. И сюда заводим крючок. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик. Следующее отверстие. Также провязываем столбик. Далее мы дошли до угла. Теперь мы здесь должны с вами провязать 3 столбика вот в это отверстие. Заводим крючок. Один столбик. Второй столбик. Его прям вытягиваете к углу. И провязываем в это же отверстие 3-й столбик. Крючок будет выходить туго. Можно взять крючок поменьше для углов. Итак, мы провязали 3 столбика. Далее в последующее отверстие вяжем по одному столбику. И на углу снова провязываем 3 столбика. И таким образом провязываем до конца. На углах провязываем по 3 столбика. Делаем соединение, вытягиваем нить. Крючок заводим вот сюда под косичку. Вытянули петельку.
Вот здесь у нас образовались 2 нити. Заводим посередине. И с обратной стороны захватываем вот эту перемычку. Накидываем петельку на крючок, тянем за рабочую нить и затягиваем. Захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик. Итак, мы сделали соединение и перешли к стеночкам. Для того, чтобы стенки хорошо держали форму, мы также продолжаем вязать крючком номером 5. И еще нам необходимо будет пряжу хорошо растянуть. Вот так вот берем ее и тянем. Хорошо прям растягиваем. И тогда при вязании она не будет растягиваться, и стеночки наши будут плотные. Провязываем первый ряд, захватываем верхнюю дужку косички, крючок вводим под перемычку, захватываем рабочую нить и провязываем столбик. Далее точно так же дужку косички под перемычку провязываем. Нить подтягиваем слегка. И таким образом вяжется весь первый ряд. Довязываем до конца. Здесь делаем соединение первого ряда. Делаем соединение первого ряда. Соединение будем делать с лицевой стороны, поэтому рабочую нить кладем вот так вот спереди. Вытягиваем петельку. Крючок заводим также спереди под косичку. И вытягиваем петельку. Теперь ее вытягиваем побольше. Вот таким образом. И продеваем через донышко. Берем рабочую нить и затягиваем. Вот таким образом сделали соединение. Теперь вязание наше вот так вот переворачиваем. Вязать будем по внутренней стороне. Крючок вводим вот сюда, вот в это отверстие. Нигде у нас было соединение. Вот сюда, между столбиками. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик. Следующее отверстие. Крючок вводим между столбиками, вот так вот под косички. И вот с этой стороны у нас не заметен шов. Мы его провязали. И так провязываем весь второй ряд. Теперь делаем соединение второго ряда. Нить рабочую оставляем внутри. Вытягиваем петлю. Крючок заводим с изнанки. Вытягиваем петлю побольше. И продеваем через донышко. Сделали соединение и далее провязываем третий ряд.
Заводим крючок между столбиками. Провязали первый столбик и далее провязываем до конца столбиками без накида. Соединение третьего ряда делаем также с лицевой стороны. Четвертый ряд вяжем по внутренней стороне. Вот мы здесь сделали соединение, крючок вводим вот сюда. Делаем соединение четвертого ряда. Соединение у нас будет идти с лицевой стороны. Итак, далее пятый ряд мы начинаем вот здесь вот вязать соединительными столбиками. И с этого края мы начнем подъем на боковые стеночки. Итак, вводим крючок в отверстие и провязываем соединительные петли. Вот дошли до угла, здесь провязываем соединительную петлю, а в следующее отверстие мы уже провязываем столбик. И далее по краю провязываем столбики. И таким образом провязываем вокруг, и с этой стороны доходим до угла, вот до сюда. Здесь у нас будет заканчиваться последний столбик. Симметрично, как и с этой стороны. Провязываем до конца самостоятельно. Провязали пятый ряд, заканчиваем симметрично противоположной стороне. Далее делаем петлю подъема, переворачиваем и будем провязывать шестой ряд. И в шестом ряду по краям сделаем убавки. Заводим крючок в центр косички, таким образом, и крючок вводим в следующее отверстие. Захватываем рабочую нить, вытягиваем, через дужку проводим. Это у нас 2 петельки на крючке, и провязываем их вместе. Так мы провязали столбик и сделали убавку. Далее в последующее отверстие мы провязываем по одному столбику, и здесь в конце также сделаем убавку. Провязываем по одному столбику. Не забываем рабочую нить подтягивать, для того, чтобы отверстия не были слишком большие между столбиками. В конце шестого ряда также делаем убавку. Оставляем в конце 1, 2, 3 столбика
И уже делаем убавку. Также вводим крючок в центр косички. Далее заводим крючок в следующее отверстие. Вытягиваем петельку и провязываем столбик. Далее делаем петлю подъема. И 7 ряд мы будем вязать столбиками без накида, без убавок. Сразу вводим крючок в отверстие сюда и провязываем столбик. И далее провязываем до конца 7 ряд столбиками без накида. Довязали 7 ряд. Далее делаем петлю подъема, переворачиваем и в 8 ряду также делаем убавку. Заводим крючок в центр косички, далее под косичку следующее отверстие. И провязываем столбик. 8 ряд провязываем столбиками без накида и в конце делаем также убавку. Делаем убавку в конце 8 ряда. Здесь смотрим, у нас раз, два столбика, и третий это где петля подъема шла. Делаем убавку. Делаем петлю подъема, переворачиваем и далее вяжем 9 ряд столбиками без накида, без убавок уже. Далее ряды провязываем самостоятельно. Сейчас мы провязываем 9 ряд без убавок. В конце каждого четного ряда мы делаем убавку. Вот у нас идет до 19 ряда я провяжу, и он у меня закончится столбиками без накида, без убавок. В четных рядах делаем убавки. И так довязываем самостоятельно 19 рядов. Последние 2 ряда я провяжу другим цветом. Для этого последний столбик до конца не провязываем. Вот у нас 2 петельки на крючке. Берем нить и провязываем уже другим цветом. Далее делаем петлю подъема. Это у меня был 17 ряд. 18 ряд у нас идет с убавками. Переворачиваем и провязываем убавку. Далее вяжем по схеме. Далее делаем обвязку края. В конце провязываем сюда еще один столбик. И здесь по краю также провязываем столбиками без накида. Здесь по краю провяжу соединительными столбиками. А здесь уже также столбиками без накида. И край также провяжу соединительными столбиками.
Наша подставка корзинка готова. Необходимо будет ее отпарить и придать форму. Также на моем канале вы найдете мастер-классы по корзинкам из хлопкового шнура, также из полиэфирного шнура. Вот такая вот прямоугольная корзинка и квадратная. И много других мастер-классов. Переходите в плейлист по корзинкам. Всем приятного творчества!